косая челка и как ее подстричь. Но прежде чем мы будем стричь косую челку, давайте разберемся, какая челка подходит по типу лица. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Кому интересно и кто хочет научиться, как стричь косую челку, оставайтесь со мной. Итак, начинаем. Перед вами круг. Тип лица – круг. Давайте посмотрим вот на первую картинку. Если мы сделаем вот такую челку, то она не подойдет к этому типу лица. Почему? Потому что она повторяет форму круга. Значит, такая челка не подходит. Теперь давайте посмотрим, если мы сделаем вот такую вот вогнутую челку. Мы только этим подчеркнем округлость лица. Тоже не подходит. Так, посмотрим вот на третью картинку. Если мы сделаем прямую челку, эта челка сделает лицо еще меньше. Значит, такая челка тоже не подходит к круглому типу лица. Ну и давайте глянем на эту картинку. Мы сделаем косую челку. Вот именно косая челка и подойдет вот к такому типу лица. Я думаю, всем понятно, какую нужно челку для круглого типа лица. Ну, перед вами теперь вы видите квадратный тип лица. Первое. Если мы сделаем вот такую ровную челку, то эта челка только подчеркнет этот квадрат. Значит, такая челка не подходит к такому типу лица. Вторая, вот такая вот вогнутая, возможно, она может подойти к этому типу лица. Она уберет вот эти уголочки, но такая челка должна быть очень короткая. Третий. Если выберем челку в форме треугольника, тоже не подходит, так как она будет подчеркивать вот эти вот углы. Значит, эта челка к этому типу лица не подойдет. Ну и четвертое. Опять же, косая челка. Вот именно косая челка подходит к такому типу лица, квадратному типу лица. Поняли? Что такая не подходит, такая не подходит. Возможно, подходит. Ну и смотрим дальше. Так, теперь посмотрим на эту картинку. Треугольная форма лица. К ней подойдет округлая форма челки. Спрячет вот эти уголочки и лицо приблизит к более идеальному. Называют ее еще овальная челка. Прямоугольная форма, вытянутая, подойдет также округлая челка или косая. Она также, вот округлая челка, уберет вот эти вот углы. Это ромбовидная форма. Это когда здесь заужено и здесь, вот эти вот скуловые части широкие. К ней подойдет, опять же, округлая челка или прямая. И последнее – это овальная форма. Овальный тип лица. Это идеальный тип лица. К овальному типу лица подойдут все челки. И округлая, прямая, косая.
Ну а сейчас давайте посмотрим, как я буду выполнять косую челку. А сейчас я хочу дать вам такое небольшое задание, чтобы вы посмотрели на модель, вот, которую я буду стричь, и определили, какой у нее тип лица. Овальный, прямоугольный, квадратный или круглый. Я не говорю треугольный и ромбовидный, так как ее лицо не относится к этому типу. Вот из этих 4 вариантов определите. И напишите в комментарии, почему вы так решили, что вот именно овальный у нее, или прямоугольный, или квадратный, или круглый. И напишите, идет ей эта челка или нет. До этого мы стригли ей прямую челку, а в этот раз мы решили сделать косую. Вычесали пряди и определяем, какая у нас будет челка, в какую сторону, где она увеличение. Мы определили слева направо. Определяем, какой нам нужно угол, чтобы на удлинение. И когда определили длину челки, то параллельно этого пробора мы будем вычесывать прядь. Но после видео обязательно досмотрите до конца, так как в конце я покажу схему стрижки челки, косой челки. Вычесали первую прядь, определили длину и делаем срез параллельно выделенного пробора. Первая прядь будет у нас контрольная. Вот такая у нас будет длина начальная и на удлинение. Затем вычесываем следующую прядь, подчесываем контрольной. Вот вы видите контрольную прядь. Ориентируемся на контрольную прядь, срезаем. Итак, стрижу наложением пряди на прядь всю челку. Модель до этого не красила волосы, у нее были седые, но такая вот нормальная седина, она просто слегка тонировала волосы. Но решила вот в темный цвет покрасить и пожалела. Сказала, что все-таки будет осветлять. Ну, вы сами видите, когда стопроцентная седина и красить в темный цвет, это нужно постоянно подкрашивать волосы. Ну, после того, как мы подстригли челку, модель все-таки попросила еще короче сделать ее. И я полностью вычесала все пряди и параллельно пробора срезала.
Ну, чуть-чуть короче, чтобы вот этот уголочек, он не мешал и не лез в глаза. Я свою модель все время уговариваю, давай мы тебе пострижем волосы, все волосы, что-нибудь придумаем, чем ходить вот с этим хвостиком, с дулькой. Но модель не хочет. Ну, а как вы думаете? Пусть такой вот останется волос? Или все-таки сделать какую-то стрижечку? Посоветуйте, пожалуйста, и напишите в комментариях. Может, все-таки я смогу ее уговорить и подстричь. Теперь давайте посмотрим на схему, как будет выглядеть эта челка на схеме. Вот, вычесали мы, выделили челку полукругом или можно в форме треугольника. Вот эти вот линии показывают, мы определяем, какую нам нужно челку. Либо вот такую вот, резкий переход на удлинение, или такую челку, или такую. Вот мы будем делать вот такую вот челку. Так как модель, она не любит сильно длинные челки, она хотела просто коротко, но потом передумала и решила сделать косую челку. Короткую косую челку. Вот, определили мы, вот такая у нас будет челка. Теперь вот эту вот линию мы переносим на эту часть и делаем пробор. Вот сделали пробор, просто эту линию перенесли сюда и вычесали пряди. Все волосы вычесываем вот в таком направлении. Вот. И параллельно этого пробора мы срезаем. Вот. Вычесали и срезали. Затем первая будет прядь у нас контрольная. Параллельно этого пробора вычесываем следующую прядь. Подчесываем контрольной, вот контрольная. И на уровне контрольной срезаем. Затем следующую срез параллельно пробора. Не забывайте. За счет того, что мы будем подтягивать каждую последующую прядь контрольной, у нас получится челка на удлинение. Получится косая челка. Затем, когда мы полностью все простригли, мы вычесали, и можно подкорректировать, если вдруг где-то какие-то неровности. Челку подсушить и уложить. Вот и все, челка готова. Эти линии обозначают, какой угол челки. Так, так или так. И срез параллельно пробора. Срез параллельно пробора. Мы каждую последующую прядь накладываем и на уровне КП срезаем. Ну а для тех, кто впервые на моем канале, меня зовут Татьяна. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.